Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня я хочу показать мастер-класс, как связать такой милый цветочек. Он получается объемным. Нитки для вязания я использовала с сайта Тему. Это нитки из серии бюджетных. Они недорогие и очень подходят для различных поделок. Нитки акриловые. Изделие получается мягким, приятным на ощупь. Для начала достанем нитку из середины клубка. Когда мы работаем ниткой из середины клубка, она не раскручивается. Для вязания я использую тунисский крючок диаметром 3,5 мм, который я тоже покупала на Тему. Сначала вяжем кольцо амигуруми. Для этого делаем так, как я сделала на видео. Провязываем первую петельку, закрепляем ее столбиком без накида. Берем, провязываем еще одну петельку и уже просто столбиком провязали. Далее начинаем набирать петли для первого лепестка, который будет в серединке цветка. Для этого нужно набрать 15 воздушных петелек. Цепочка из 15 петель готова, и теперь провязываем в каждую петельку по одной петле. В результате на крючке должно оказаться 15 петель. Петли набрали, теперь нужно себя проверить. Чтобы закрепить лепесток в центре цветка, провязываем еще одну петельку, соединяя наше кольцо амигуруми с будущим лепестком. И теперь закрываем все 15 плюс 1 петля одной петелькой, протягивая ее через все наши 16 петель. Соединяем провязанные петли одной петлей без накида. Для того, чтобы зафиксировать наш первый лепесток, опять провязываем одну петельку в кольцо амигуруми и провязываем 2 получившиеся петельки петлей без накида. Далее начинаем набирать цепочку из 15 петель для второго лепестка. Цепочка из 15 петель для второго лепестка готова. И далее провязываем аналогично так, как мы делали для первого лепестка. В каждую петельку продеваем по одной петле и получаем 15 петелек на крючке, которые мы должны будем дальше соединить одной петлей. Проверяем себя. На крючке должно быть 15 петель. И провязываем еще одну петельку, 16, чтобы соединиться с кольцом амигуруми. Провязываем все 16 петель одной петелькой
Провязываем второй лепесток одной петлей и закрепляем этот лепесток на кольце амигуруми, провязывая 2 петельки, как на видео, петлей без накида. Итак, у нас уже 2 петельки. Приступаем к набору воздушной цепочки для третьего лепестка нашей серединки. В цепочке тоже должно получиться 15 воздушных петелек. Цепочка готова. И начинаем, как и в прошлые разы, провязывать по одной петельке в каждую петлю нашей цепочки. Петли набраны, проверяем себя, провязываем еще одну петельку, соединяющую нас с кольцом амигуруми, и провязываем все 16 петель одной петлей. Готово. Провязываем петлей без накида третий лепесток. Вот как выглядят 3 лепестка, связанные на кольце амигуруми. Далее нужно соединить 3 лепестка. Делаем как на видео. Провязываем первую петельку первого лепестка и третий лепесток столбиком без накида. Вот мы соединили 3 лепестка. Сейчас, придерживая правой рукой, затягиваем левой рукой короткий кончик нити, и получилась вот такая вот серединка. Сейчас будем продолжать вязать лепестки цветка. Вяжем аналогичным образом, набрав для следующего лепестка 15 петель воздушной цепочки. Цепочка для следующего лепестка подготовлена. Набираем на крючок 15 петель. Петельки набраны, проверяем себя. Провязываем 15 петель, которые у нас на крючке были. Соединяем петелькой без накида. Подготовленный таким образом лепесток соединяем с серединкой цветка. Для этого провязываем через серединку лепестка столбик без накида.
Вот, получили 2 петельки и провязали их столбиком без накида. Чтобы не путаться, можно пометить 3 лепестка серединки маркерами. А сейчас я продолжаю набирать цепочку из 15 петель для следующего лепестка. Следующая цепочка готова. Начинаем провязывать. Петли для 5-го лепестка подготовлены. Провязываем 15 петель аналогичным образом. Соединяем петли следующего лепестка. Вот он уже, смотрите, какой цветочек наш подрастает. Теперь нужно прикрепить этот лепесток. Провязываем столбиком без накида, продеваем крючок в столбик предыдущего ряда и провязываем столбиком без накида. Цветочек готов. Отмеряем ниточку для того, чтобы можно было собрать цветок с будущими листиками. Я еще сделала пару беленьких образцов, они тоже получились очень миленькие. А сейчас свяжем листики к цветочкам. Для этого нитку возьмем тоже из середины мотка. Крючок диаметром 3,5 мм. Провязываем первую петлю, как я, или любым способом, который вам известен. Набираем воздушную цепочку из 8 петель. Первую петлю обычно никто не считает. Цепочка готова. Сейчас будем провязывать в каждую петельку цепочки по одной петле. В результате на крючке должно оказаться 8 петель. Петли набраны. Теперь будем закрывать петли по одной петле. Половинка листика готова. Теперь поворачиваем наше вязание на другую сторону и начинаем набирать на крючок тоже 8 петелек. Петли набраны. Закрывать будем аналогичным образом по одной петле. Листик почти готов. И сейчас провяжем полустолбиками по центру листика, что придаст некоторую объемность ему.
Листик готов, обрезаем нитку. Второй листик вяжется аналогичным образом. Попробуйте это сделать самостоятельно. Все элементы композиции нашей готовы. Теперь будем их собирать вместе. Сначала завяжем узелок, чтобы цветок не распускался. Лепестки пришивать будем с помощью пластмассовой иголки, которую применяют при сборе вязаных изделий. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, чтобы как можно больше людей увидело мою работу. Цветочек готов, но я хочу еще украсить его бусинками. Так он будет более эффектным. После того, как я пришью бусинку, цветок уже полностью готов. Нужно будет только убрать лишние нитки, которые находятся на обратной стороне цветка. И можно его куда-нибудь уже использовать.
А сейчас я заканчиваю свой мастер-класс. Желаю всем хорошего настроения, приятного вязания. До новых встреч!